Пожалуй, это самое раннее, конкретное, сильное впечатление, связанное с дорогой. Помню этот день. Мы возвращались с какого-то путешествия, тряслись по колдобинам. В какой-то момент нас стал обгонять автобус. Знаете, такой двухсекционный. Людей в салоне было плохо видно. Я смотрел на них снизу вверх и в какой-то момент почувствовал чувство тоски и какой-то зависти по отношению к ним. Ведь у меня путешествие заканчивалось. Буквально час и все. Мы дома, в родном городе. А у кого-то из этих людей, возможно, дорога только начиналась. Я смотрел на этот автобус, это сочленение гармошкой. Мне настолько не хотелось терять вот это чувство пребывания в дороге, что мне подумалось, здорово было бы, если бы поперек дороги регулярно были небольшие колдобины, на которых бы машина не просто тряслась, а колеса бы стучали так, как будто это поезд едет по стыкам рельсов. I'm on my bicycle every day. My life is a way, speed, and direction. On the road, my senses become more intense. I feel combination of love, parting, and my goals and perspective. I am a hurricane, and everything is changing on my way. После мобилизации мы с женой побросали все свои вещи. Окей, не все свои вещи. Все самые необходимые вещи по рюкзакам. Нашли попутку, это был маленький белый микроавтобус, и поехали на нем по горам Кыргызстана в Бишкек. Ехать надо было часов 12, и большую часть этого времени мы изнывали от жары и были в состоянии полной истощенности и неопределенности. Но на финальном отрезке пути мы остановились у водохранилища на закате. Вода там была такая прозрачная, что не сразу можно было понять, где она заканчивается, а где начинается небо. И вот когда я окунулся в эту невесомую воду, у меня как будто бы впервые с отъезда из России появился пульс. А потом мы поехали есть форель. Вот и все. Что он в рай, чувство свободы, делать, что нравится, потому что остался дома один, а с тобой никто не наблюдает. Бывает, что я не могу что-то сделать, потому что мысли путаются, состояние противоречивое, сознание разбивается на множество разных направлений. Однажды я отправилась, куда глаза глядят. Там я встретила друзей, и мы отправились вверх, в горы. Мы сидели тихо у костра, пахло полынью, горько, терпко. Я в тот момент была будто трансформаторная будка. Возможно, снаружи на ней нанесены странные граффити, а внутри у нее полная тишина. Песня ко мне пришла вся целиком. Оставалось только успеть ее записать, не потерять. У меня случился депрессивный эпизод. Я была как раз в своем семейном доме, где я родилась и выросла, и я лежала там на диване в абсолютном потерянном состоянии, в тьме, в каком-то сумраке.
И искала, за что можно ухватиться. И понимала, что все занятия, что я люблю, мне ничего не нравится. Ничто меня никак не цепляет, оно как будто все потухло, умерло, и все, ничего больше нет, радости в жизни никакой. И в какой-то момент неожиданно мне пришла идея про вязание. Хотя я не вязала со школы. И тут как-то меня это так согрело. Ходила по магазинам, пощупала пряжу, ничего не покупала, просто смотрела. Связала маленькую штучку. Это все очень мягко, медленно было, и это давало мне ощущение тепла и спокойствия, и чувство, что вот мне нравится, оно не угасает, и я движусь туда, куда нужно. Это пламя, оно про меня и дает мне силы. Я вырос в крошечном сибирском городе Змеиногорске, на границе гор, тайги и степи. И все сознательное детство мне было там тесно. Мне хотелось куда-то поехать, увидеть дальние страны. И это как пружина, которую ты сжимаешь каждый раз чуть сильнее. А потом она разжимается, и тебя уносит, наконец, из дома. Потрясающее чувство свободы и полета. Но когда кажется, что инерция должна закончиться, и пора уже где-то приземлиться, этого не происходит. Тебя несет все дальше и дальше. А пружина внутри, оказывается, никуда не делась. И теперь она тянет тебя обратно. Только ты уже так далеко, что вернуться почти невозможно. Моя жизнь, когда я была ребенком, это была не моя жизнь. Это была жизнь родителей, это была жизнь взрослых, которые все решали за меня, кто я и что я. Это породило много сложных чувств. И спустя время я решила, что эти чувства, эти взрослые и эти определения не про меня. То, что про меня, не должно быть общим, не должно быть очевидным и понятным, даже мне. Я — это я, и мне этого достаточно. Я в детстве часто ездила в поездах летом. Я очень любила эти поездки, потому что мне там можно было есть всякие гадости, это было легально. Одна из поездок на север мы ехали, и у меня был один роллтон с сухариками. Я его открыла, и он весь у меня рассыпался на пол. У меня вообще весь мир тогда разрушился, потому что ехать еще часов 10. И вообще я из него сидела с очень грустным лицом. Там прошла милая очень проводница мимо меня. Она видела, что я грустная, и сказала: зайдем, что покажу. И она открыла мне окно. И там нельзя было никому открывать окно. И я высунула почти всю голову и руки, и ехала так оставшиеся все 10 часов. Как только я вытащила голову из окна, забыла я про весь роллтон в мире с сухариками. И с тех пор, всегда, когда я еду, могу открыть окно, все, что я вижу, это деревья зеленые, которые пукают, там столбы, ветер теплый, когда в жару тебе в лицо. И ты вот так руку вынимаешь, и вообще все проблемы сразу улетучиваются. Чувство и ощущение бесконечности тяжелых моментов возникает, когда ты осознаешь, что у тебя снова появляются силы на очередную попытку что-либо сделать для себя и ради себя. Начинаешь ложиться в 10, сдаешь анализы на витамины, покупаешь не только снеки, и когда появляются силы и возможности помогать самой себе, появляется чувство благодарности и любви к себе, которое поможет справляться со всем. Вот.
Мне предстоял сложный переезд из одного города в другой, из Владивостока в Санкт-Петербург. Я проснулся утром и пошел в ванную комнату. Это было время, когда я остался абсолютно наедине с собой. Мир вокруг перестал существовать, остался только я и мои мысли. Вот тревога пошла тогда, я помню. Сложилось в голове то, как я буду дальше действовать, что нужно сделать, чтобы переезд состоялся хорошо и спокойно. Еду вдоль Финского залива. Кочки до корней, кочки до корней. Жара. Кочки. Ужас. Вдруг бум! Ветка щеку поцарапала. Смотришь на мир и замечаешь что-то такое новое, чего становится как-то тепло и волнующе. А уже и закат. В классе в 5 или 6 у нас был праздник, всем сдавали подарки, такие наборы конфет. Я сидел на задней парте, всем выдали конфеты. Я не понял, почему мне не выдали, думал, что просто они затерялись, и громко спросил с задней парты, почему мне не дали подарок. Но учителя проигнорировали мой вопрос. Кто-то из детей тоже спросил, эти не дали подарок, но учителя все так же ничего не отвечали. Еще больше детей, еще громче стали спрашивать, а Пете не дали подарок. Почему? В этот момент я понял, почему мне не дали подарок, что, видимо, мои родители не сдали деньги. Я испытал чувство такой неловкости от странной такой ситуации, в которой ты не виноват. Когда мы уже вышли из класса, я испытал чувство такой обиды, что как бы я хуже всех, получается. Почему мне просто родители или учителя не сказали, что для тебя нет подарка, я бы, не стал бы скандалить, просто пошел бы домой и все. Мне не то чтобы были нужны эти конфеты, и у меня конфет было достаточно в жизни. Я испытал такие чувства странные. Раньше мы с друзьями каждое лето снимали вместе дачу. Мы читали вслух книжки, ходили сажать солнце каждый день, ходили ночью купаться на реку и смотреть на звезды. Гуляли босиком ночью по лесу, и там были такие стеклышки в тропинках, в которых отражался свет, и мы это называли умными дорожками. Сейчас мы далеко друг от друга, но эти воспоминания согревают меня и дают мне надежду. Мне 12 лет, я одна, у меня нет связи, я впервые в Москве и впервые увижу свою сестру по отцу. По перрону хаотично бегают люди, но никто из них не бежит ко мне. Я испытываю тревогу и приятное волнение, но я явно не понимаю, как обращаться с этим пространством. И все равно мне нравится это ощущение, будто я прохожу игру. Сейчас я часто летаю между Тбилиси и Москвой и в обратном направлении. Каждый раз, когда самолет отрывается от земли,
Я чувствую, что я оставляю там какую-то часть себя. Чувствую, что лишаюсь чего-то очень важного. Но когда самолет заходит на посадку, и я вижу знакомые места, то моя печаль смягчается. И я чувствую, что здесь меня тоже ждет что-то очень важное. В детстве мы жили с семьей на даче в Комарово. Всегда вся семья собиралась за столом за завтраком, все садились летом на веранде. Вот, а я почему-то все время просыпался последний, и я сразу вскакивал с кровати и бежал, да, где был завтрак. И я знал, что уже пришли гости, а все уже там происходит. Очень не хотелось это все пропустить. Правда, мне нужно было обязательно сначала облиться холодной водой, должна была быть закалка. Там вот розовый старый пластмассовый кувшин, который надо было на себя прокинуть. И можно было с чувством выполненного долга идти ко всем на веранду. Мама приносила чайник, уже такой пыхтящий, который закипал на плите, даже на дровяной. Были всякие гости. Мы с братом всегда спрашивали маму, а кто сегодня придет? Если никто не приходил, спрашивали, а почему никого сегодня нет? На завтрак у нас каждое утро был творог. И летом ту чернику, которую бабушка собирала, папа почему-то всегда ел слоями. Творог с сметаной, сахаром и черникой никогда это не размешивал, и у него сахаринки так хрустели на зубах. Это звук, который для меня связан с чем-то таким незыблемым.